Всем здорово, чуваки! Здорово! Бау! В сегодняшнем видеоролике мы будем делать пельмени из доширака. Ну, возможно, вы видели, что Тимур Сидельников такое уже делал. Тимур, привет. Но как он делал? Он брал обыкновенное тесто, то есть делал его из муки, из воды, яиц, а потом брал начинку из самого доширака, запихивал в это тесто, и у него получались пельмени. И мы пошли дальше. Мы решили сделать как? Чтобы все ингредиенты в наших пельменях были сделаны из доширака. То есть и тесто, и мясо, и вода. Ну не, воду, конечно, простой возьмем. Вы только представьте, мы сегодня сделаем очень дорогие пельмени, но не из дорогого доширака. Как думаешь, вообще это вкусно будет или нет? Мне кажется, будет вкусно, но мало, наверное. Я думаю, что это ничем не будет отличаться от обычного доширака, потому что все ингредиенты мы возьмем отсюда. И, кстати, ребят, мы решили пельмени сегодня делать не только из доширака, но еще и из роллтона. Роллтон стоит 20 рублей пачка, а доширак 50 рублей за пачку. На самом деле доширак несправедливо выигрывает роллтон, потому что, честно, для меня лично, и мне больше роллтон нравится. Мы оба взяли со вкусом курицы, чтобы потом было тяжелее отличить пельмени, которые мы хотим угадывать. То есть мы постараемся сделать пельмени отдельно из роллтона и отдельно из доширака, и попытаемся угадать пельмени, где из доширака, а где из роллтона. Ребята, минуточку внимания. Мы решили для вас разыграть еще один сюрприз-бокс, потому что под роликом с батутом набралось больше 2000 комментариев. Это вообще у нас такого еще ни разу не было. Но разыграем ли мы этот сюрприз-бокс, зависит только от вас. Давайте, когда за 24 часа под этим роликом наберется 8000 лайков, мы это сделаем. Ну и хочу напомнить вам, что на 155 тысяч подписчиков мы уже разыграем следующий сюрприз-бокс. Поэтому ставьте побольше лайков под этим видео, подписывайтесь на канал, но мы продолжаем. И для начала нам потребуется вот такая вот кофемолка, в которой мы будем перемалывать лапшу, чтобы по итогу получить муку, из которой по итогу сделаем тесто. Я думаю, понятно. Лапша готова, достаем, засовываем туда. Как мы будем? Ломаем Мы, все? да, вот так вот потихонечку берем, вот так вот чуть-чуть, ломаем и кладем сюда. Только не полную, потому что, мне кажется, она не справится с такой нагрузкой. Подрубаем кофемолку. Кофемолка на он. Погнали. Да, видно, что уже прям перемололо очень сильно. Вау! Я не специально. Прекрасный звук кофемолки. Так, я думаю, этого хватит. Сейчас вторую порцию засыпем еще, потому что у нас кофемолка, походу, уже вонять начинает. Смотрите, какая получилась прикольная мука. Так, у нас есть для этого тарелочка, и высыпаем все сюда. Капец, из пачки 3 пельмешки все получится. Поэтому самые дорогие пельмени. Не, ну если учесть то, что у нас там столько же, наверное, высыпалось на стол еще. Так, давай, высыпай остальное еще. Высыпаем оставшиеся. Слушай, ну так-то нормально получилось. Так, ребята, мука у нас из доширака уже готова. Вот так вот она выглядит. Прикольно. Да. Я думаю, из 10 пачек доширака мы сейчас достанем все мясо, заварим его отдельно, чтобы потом напичкать им наше тесто из лапши. Просто мы думали, что если сухое мясо засунуть, то оно может не провариться и будут сухарики внутри теста. Поэтому решили заварить. Так, Илюх, вот тебе несколько пакетиков. Высыпаем все содержимое с мясом вот сюда, потому что оно все будет внутри пельменей. Вместе с укропом, вместе, что это, крабовые палочки или что? Я никогда не знал, что это такое. Если знаете, напишите в комментариях, что это такое. Слушай, ну мяса-то много так. Вообще, блин, куда деваться? Ну и то же самое теперь делаем с роллтоном. Ну только давай буду я это делать, потому что ты с дошираком уже сделал, а то скажешь, что я надзиратель. Сначала в пачке все это ломаем. Напишите в комментарии, кто любит роллтон в сухом виде, когда засыпаешь туда всю приправу, перемешиваешь и вот красота. Высыпаем первую партию. Кстати, если посмотреть, роллтон белее. Еще одну партию засыпай. Кстати, ребят, наглядно посмотрите, как выглядит роллтон и как выглядит доширак. Доширак прям желтый. Желтый, а этот такой бледненький. Что, хватит этого, да? Я думаю, да. Сейчас давай специи также отделим у роллтона и будем все заливать кипятком. Что-то долго как-то. Блин, а тут что, мясо здесь? А, да, есть мясо. Ну да, мясо здесь. Теперь понятно, почему у них разница в 30 рублей, да? Итак, ребята, все ингредиенты у нас уже готовы. Вы только гляньте в сравнении, как выглядит мясо разных производителей. То есть это роллтон. Смотрите, сколько много моркови здесь. Ну а мясо и овощи доширака, конечно же, в сравнении прям гигантские. Ну и нам осталось только залить все это сейчас кипятком, делать тесто и ждать, пока набухнет мясо. Надо поставить чайник.
Вода вскипела, можно заливать нашу приправу кипятком. И сюда. И закрываем все это крышечками. Запах-то стоит, в общем, как в поезде, знаете, едете, сразу вот еще не успели раздеться и найти свою шконку, и сразу такой уже запах. Люди, как садятся в поезд, они как будто всю жизнь ждали, такие, сегодня можно побить пакету навернуть. Убираем это все в сторону. Пока все это заваривается, мы сделаем тесто. Илюха, ты из Ролтона, я из доширака. Просто добавляем пару капелек воды. Ну нет, Да, давай да, не, кипятком мы не будем. Она делать. сварится, да. Просто обычной воды. Вообще пару капель. Все. И хватит. Замешиваем все это вот так вот руками. Скорее всего, воды мало. Лучше меньше, чем больше. Пока кажется какая-то ерунда вообще. Ну да. Похоже на печенье какое-то, да? Похоже на печенье, да. Мы, может, муравейник делаем? Может, мы сделаем какой-то слоеные пельмени, типа, из слоеного теста. Но консистенция как будто полутеста, полупюре. Раскатывать тесто будем на вот такой вот дощечке. Посмотрите, какое у нас тесто получилось. Прям суперское. Вообще не круто. отличишь теста от доширака, да, и обычного теста. Я точно знаю, как делается. Делается колбаска, и эта колбаска режется на части или просто раскатывается. А мы будем делать по-другому. У нас есть своя система. Паха до того, как снимал видео, он работал на пельменном заводе. Я сделал вот такую лепешку. Сейчас ставлю сюда вот так вот стаканчик и надавливаю. Получается вот такой кружок. Это и будет мой пельмень. Вот так вот. Что ты мне сразу не сказал, что ты знаешь, как делать красиво? Он даже не разваливается, смотрите. Итак, мы получили 8 идеальных кружочков из нашего теста. 4 из Ролтона, 4 из доширака. Я себе беру мясо, ты тоже давай бери себе мясо. Да, сейчас надо слить водичку и вот это мясо класть уже в наше тесто. Воду слил, посмотрите, сколько начинки у нас получилось. Офигеть, Прекрасно. много, да, смотри? Да. Увеличилось в объеме раза 4, наверное. Мне кажется, когда ты ешь лапшу отдельно, ну просто вот лапшу с бульоном, типа, это одно. А когда ты вот так вот все это как-то в консистенции такой ешь, мне кажется, это совсем другое. А по сравнению с Ролтоном у меня получилось вот что. Ну, водичка, конечно, есть чуть-чуть, но мясо явно прям видно здоровое такое. Ну что, погнали начинять? Начиняем. А мы начиняем! Впервые буду делать пельмени, кстати. Я тоже никогда не делал. Блин, у меня вообще одна морковь как будто. Да, вылавливаю больше мяса, потому что у меня мясо прям нормально тут. Я сейчас вот так вот обмазываю чуть-чуть бульончиком, чтобы это все склеилось хорошо. Я думаю, так и надо делать. И вот так вот делаем. Опа. Но! Подожди, это вареники. Это не пельмени. Не, ну смотри, получилось хорошо, симпатично. Смотри, идеалити. Ну что, посмотрите, какие прекрасные пельмешки у нас получились. Идеальные. Мы сейчас положим их в наши тары, затем зальем кипяточком. Ну и, кстати, да, вот такой момент. Мы возьмем соль. Мы не стали ложить приправы, потому что они разные, и будет сразу же понятно, где Ролтон, где доширак. И, кстати, ребята, очень интересный факт, ну лично для нас. С полпачки доширака у нас получилось тесто на 4 штуки пельменей. То есть с одной пачки получается 8 пельменей. Прикольно. Ну только мясо, конечно, с одной пачки вы столько не найдете, но вот тесто столько. Соли. По щепотке хватит же? Да. И еще один немаловажный факт. Наши пельмени готовятся 3 минуты. Так, ну что ж, заливаем кипятком. Надеюсь, они не развалятся. Давайте пельмешки. Все, Люк, закрывай. Ну а первый, кому мы скормим эти пельмени, будет Паха. Он будет угадывать, где Ролтон, где доширак. Паха, держи шапочку, закрывай глаза. Такс. Не подглядывай. Чтобы ты не слушал, с какой стороны я буду брать доширак, я вот так в сторону беру. Я даже под шапкой еще глаза закрыл, если что. Давай, готов? Да. Бич-пакет просто вкуснее в миллион раз. Невкусно. Похоже на какой-то вареник с картошкой. Тесто отвратительное, пацаны, вообще. Оно как будто смешано с пюре. Ну, слушай, ну это вкусно. Что? Ну, мне понравилось, блин, реально. Ну, дай-ка еще вот кусочек. Когда она в разброс вообще сама в бульоне, мне почему-то кажется, это вкуснее. По соли не хватает, вот точно могу сказать, что вот такая более безвкусная штука. У меня есть такое ощущение, как будто я ем картошку с мясом, но с каким-то не очень качественным мясом. Скажу, что это доширак. Я думаю, что это доширак. Я предположу, что это доширак. Аккуратно, аккуратно. Сладковато. Ты так ешь, как будто тебе мега невкусно. Вареник с овощами, блин. Чувствуется морковь. Здесь я больше чувствую
мелких, хрустящих. Скорее всего, это морковка. Тесто как будто бы немножко хуже. Песочное какое-то больше такое, рассыпчатое. Наталкивает на мысль, что это роллтон. Я думаю, что это роллтон, потому что мне показалось, что было больше мелких вот этих штук всяких. Ну, я, конечно, предположу, что это роллтон. Но по итогу мы все угадали. Выдала морковка. Она по вкусу, по хрусту она выдавала себя. Да, очень легко было угадать, где какой пельмешек. Но факт остается в том, что мы действительно это сделали. Вы сами видели, что это были пельмени. Не просто похожи на пельмени, это действительно пельмени, в котором было мясо, овощи. Но по вкусу кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Мне, честно, так себе показалось. Но она более склизкая. Вот она такое все однородное. И только вот такое... Да, но это какое-то картофельное тесто. Да. Вот что-то такое. Я тоже картошку почувствовал в нем. Не знаю как и почему, но если вам интересно попробовать такие пельмени, которые сделали мы, вы можете также сделать тесто и убедиться в том, что это действительно так и на вкус. Кому-то может понравиться, кому-то может и Да, не понравиться. может понравиться и вам. Но если вам этот ролик понравился, обязательно ставьте побольше лайков под этим Больше, видео. больше, больше. Подписывайтесь на канал, не забывайте этого делать. И всем Пока! пока!